Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. Сегодня мы будем делать такой расклад. Что он хочет вам сказать прямо сейчас? Загадывайте своего мужчину и будем смотреть, что он хочет вам сказать прямо сейчас. Сейчас мы выложим сигнификаторы, кто он, кто вы, что между вами, и затем будем называть прямые вопросы. Итак, что он хочет вам сказать прямо сейчас? Первый наш вопрос. Кто к нам сегодня пришел? Стоит ли вам смотреть этот ролик дальше? Так, кто мужчина? Кто женщина? И что между вами? Карта суд. Вот так пока положим, да? Вот первое, что хочется сказать по этим трем картам. У партнеров все хорошо, и они уже давно вместе. Они уже родные друг другу. Мужчина двойка жезлов, он в практичном союзе. Мужчина вообще, можно сказать, ничего менять не хочет, его все устраивает. На женщину показан старший аркан влюбленный. Она сделала свой выбор в пользу этого мужчины. Мужчина страстный, женщина чувственная. И страшный суд между вами. Родственные абсолютно отношения. И, возможно, уже даже зарегистрированные. Вот это первое, о чем говорит нам эта тройка карт. Возможно, по суду партнеры вообще не представляют жизни друг без друга. И все будущее, которое впереди, связывает именно друг с другом. Ну, это в общем. Теперь переходим к частностям. Двойка жезлов выходит на мужчину. Ну что, мужчина страстный, работяга. Скорее всего, уже много в жизни добился. И, по идее, не готов к жизненным переменам, хотя понимает, что вперед идти нужно. Воспринимает мужчина вас своей парой, считает надежной женщиной и может думать про себя так: эта женщина от меня никуда не денется. Все будет ровно, гармонично, без лишних колебаний. Как сегодня есть, так будет и завтра. И все это будет длиться вечно. Мужчина по двойке жезлов допускает, что могут быть в отношениях изменения. Еще весь мир впереди. Мужчина стоит, держит на руках земной шар, да, но он пока с места не двигается почему-то. Он думает, нужно двигаться вперед или не нужно. К чему это приведет? К лучшему или к худшему? Может немножечко сомневаться, да? Но страсти полон. На женщину выходит старший аркан влюбленные. С одной стороны, может говорить о том, что женщина находится в выборе, выбирает между двух партнеров, кого из двоих выбрать. С другой стороны, влюбленные могут говорить о том, что женщина уже давно сделала свой выбор, она мужчину любит, считает своей парой точно так же, как и мужчина. Женщина придает значимости отношениям немного больше, чем сам мужчина, и она их как-то воспринимает предопределенными свыше. Вот мы двое, мы под защитой ангелов, мы созданы друг для друга, и мы должны быть вместе. Женщина думает так. Может о свадьбе думать, например, когда же он мне сделает предложение, если вы еще не женаты. Между вами карта суд. Период каких-то улучшений в отношениях или желания что-либо изменить в лучшую сторону. Суд говорит о том, что вы два абсолютно родных друг другу человека. Вас может связывать уже долгая связь. Тогда, когда уже партнеры знают друг друга, ну вот так скажем, ну как облупленных. Все ясно, понятно. Карта суд также может говорить о том, что вас могут объединять какие-то знаковые события, которые весомо повлияли как на жизнь мужчины, так и на жизнь женщины. Может быть, между вами произошло что-то такое, между вами двумя, что в корне поменяло ход событий жизни каждого. Суд, конечно, очень положительная карта, она очень теплая, родная, со взглядом, опять же, в будущее, с умением простить. Возможно, кстати, ссора у вас, допустим, если была недавно, то карта суд говорит, что вы уже оба друг друга, если, допустим, не в открытую, то в душе, ну, простили вы друг друга, простили, приняли ситуацию. Тут может быть истинное осознание того, что вы встретили именно свою вторую половину. Как со стороны женщины, так и со стороны мужчины.
Эта карта напрямую может говорить о том, что здесь любовь, родная любовь, неизбежная любовь. Желанная или нежеланная, но так должно быть. Это факт, неоспоримый факт. Эта любовь есть, и от нее никуда не деться. Нам могут показывать как семейную пару, семейные отношения, да, допустим, мужчина больше занят работой, да, жезл на него выходит, женщина больше занята домом, влюбленная, да, у нее дети, домашние заботы, быт и так далее. Так и просто людей, которые вот есть в жизни друг друга, между ними есть связь, ниточка, веревочка, притяжение. Неоспоримая связь, которая, опять же, как было сказано ранее, людей тянет друг к другу, и это неизбежно. Ну что, давайте переходим к нашему основному вопросу, что он хочет вам сказать сегодня. Что он хочет вам сказать сегодня? Тройка кубков. Этот мужчина хочет пригласить вас на свидание и порадовать чем-то. Может, на юбилей какой-то хочет вас пригласить, да? Мужчина хочет сказать, что он рад общению с вами. Вы доставили или доставляете ему просто кучу удовольствия от общения. Тут и романтика, и радость в душе. Тут могут быть и воспоминания о встречах и самых радостных моментах, и предвкушение будущей встречи. И опять же она на душе у мужчины, в ожиданиях его, радостная какая-то, которая радует не только и сердце, но и душу, успокаивает, приводит в восторг от положительных эмоций. Если вы смотрите на мужчину, с которым вы давно в браке, мужчина здесь вам может говорить: наши чувства не остыли, к тому же наши чувства можно обновить, и они могут вспыхнуть с новой силой. Может так говорить: давай откроем второе дыхание и давай разглядим в друг друге что-то хорошее, оставим плохое позади и будем смотреть веселее на мир и полегче друг на друга. Вот здесь мужчина просто вам говорит, что жизнь прекрасна и нам с тобой есть чему порадоваться. Для совсем недавних отношений здесь, конечно, мужчина влюблен, и он вам говорит: я хочу с тобой встретиться, я хочу приятно провести время. Или я заинтересован в встрече с тобой, и я заинтересован в встрече именно романтического характера. Он вам говорит: давай повеселимся, родная. Здесь может быть очень скорое предложение руки и сердца для тех, кто в паре, да? Предложение руки и сердца. Мужчина вам хочет сказать: я готов сделать тебе предложение, да? Какой-то мужчина здесь хочет сказать: давай, нам пора с тобой заводить детей, или давай заведем еще одного ребенка. Тоже такой есть тройки кубков. Нам просто сигнификаторы сегодня намекали на это, поэтому тройка кубков здесь может говорить именно о том, что кого-то ждет, страшный суд тут между вами, да? Свадьба впереди. Мужчина вам это и хочет сказать. Давайте пойдем дальше. Что еще мужчина хочет вам сказать? Что еще мужчина хочет вам сказать? Ну, тут, чтобы не было, он вам хочет сказать что-то положительное, да? Может быть, вы в ссоре, но по тройке кубков мужчина мирится, не мирится, но эмоция у него к вам положительная. Ух ты. Шестерка пентаклей. Помощи хочет попросить у вас мужчина или готов сам помочь. Он вам сейчас говорит: помоги мне. Мужчина просит вас о поддержке. Если вот, допустим, мужчина предлагает вам встречу, да, сегодня, он вам говорит, давайте-ка подвинем немножко. По шестерке пентаклей он вам может сейчас говорить: не отказывайся от встречи, я настроен к тебе дружественно. Мужчина сейчас вам говорит: мне есть что тебе дать, и я могу тебя удовлетворить. Вот если, допустим, у вас сейчас в отношениях что-то не так, здесь мужчина вам говорит: мы можем соединить с тобой свои руки и исправить ситуацию. Согласись на то, что я тебе предлагаю. Или предложи мне что-нибудь взамен. Мужчина здесь вам говорит: я наслаждаюсь твоим обществом. Кстати, по тройке кубков то же самое практически. Мне нравится находиться с тобой рядом. Ты способна удовлетворить мой интерес, мне с тобой интересно. Может быть, надеяться на то, что вы удовлетворите его интерес, вам об этом говорить. Я надеюсь, ты удовлетворишь мой интерес. Я возлагаю на тебя надежды.
Давайте пойдем дальше. Что еще мужчина хочет вам сказать сейчас? Семерка кубков. Ну, что-то у мужчины одни сегодня эти, да, чувственные моменты и земные радости. Помечтать он с вами хочет. Тут он вам говорит: я много о тебе думаю, я о тебе мечтаю. Ты в моих грезах, ты в моих надеждах. Я весь в воздушных замках, и я тобой воодушевлен. Это тут мужчина напрямую вам говорит, что он в вас влюблен. Вы ему нравитесь, и вы навеваете на него флюиды свои женские, окутываете его женскими флюидами. Он практически, кстати, по семерке кубков не соображает ясно. Он о вас думает, и у него кружится голова. Мужчина призывает вас посмотреть на вещи реально. Давай пересмотрим и переоценим все, что между нами неясно и непонятно. Все, что сейчас туманно, нужно открыть. Возможно, рассмотреть более тщательно, внимательно. Он вам говорит сейчас: давай не будем строить воздушные замки, давай будем жить обычной земной жизнью. Он вас просит пересмотреть какие-то свои желания и задуматься о том, а реально ли ваши желания в жизнь воплотить. Хотя, конечно, может быть и наоборот, тем более наряду с такими положительными картами, да. Мужчина вам сейчас говорит: давай помечтаем. Мечтать не вредно, а иногда может быть очень полезным. Вот здесь, если мужчина выпивает, да, уже такие карты у нас, потому что пошли и тройка кубков, и семерка кубков, и между ними шестерка пентаклей ложится. Здесь какой-то мужчина просит женщину помочь ему выбраться вот из этого его иллюзорного туманного состояния. Он вам говорит: помоги мне. Мужчина хочет знать, что вы в него верите. Чем бы мужчина в жизни ни занимался, он вам сейчас говорит: верь в мой успех. Доверяй мне, и мы с тобой обязательно отпразднуем успех, да, по тройке кубков. Давайте посмотрим, что еще он у вас будет. Что еще мужчина хочет вам сказать, да, прямо сейчас. Что еще он вам хочет сказать прямо сейчас. Ух ты, колесо фортуны, смотрите-ка. Карта судьбы еще одна выходит. Он вам говорит сейчас: ты моя судьба, ты моя фортуна, ты мне встретилась на мое счастье жизненное, ты принесла в мою жизнь удачу. Он вам говорит, что ты изменила мою жизнь на 180 градусов. Судя по тому, какие карты у нас выходят в сигнификаторе, да, и вот здесь, что он вам сегодня говорит, колесо фортуны говорит о том, что мужчина вам сейчас пытается сказать, что наша встреча была к добру. Может вам сейчас говорить или напоминать о каких-то переломных моментах, которые в ваших отношениях, может быть, сейчас идут. Вот суд, пытаетесь вы что-то изменить в лучшую сторону. И он вам говорит: в нашей жизни уже были переломные моменты, и мы в состоянии, если мы оба захотим, мы в состоянии эти переломные моменты пройти достойно и вместе. Мы сами строим свою судьбу и вполне в состоянии развернуть фортуну к себе лицом. Он также вам сейчас говорит: будь верна себе, будь верна мне, и наши отношения будут удачными. Также мужчина здесь может пытаться вам сказать: не нужно менять что-то резко, или не нужно что-либо менять самой, искусственно. Судьба все за нас решит, положимся на судьбу, и все будет хорошо. Мужчина призывает вас довериться судьбе. Он вам говорит, что случайностей не бывает, и что бы ни случилось, все только к лучшему. Давайте пойдем дальше. Что еще хочет вам сказать ваш мужчина? Тройка жезлов. Будущее мужчина смотрит, планы строит на будущее. Страсти хочет. Тройка жезлов – это взгляд в будущее. Мужчина сам смело смотрит в будущее. Он и вам сейчас говорит: давай смело смотреть в будущее. Давай будем строить совместные планы. Давай пойдем одной дорогой, и у нас все получится. Мы с тобой свернем горы, если будем вместе смотреть, и цели наши будут схожи. Какой-то мужчина здесь, кстати, может намекать о том, что не пора ли нам открыть семейный бизнес, да? Давай построим свою империю.
Тройка жезлов очень оптимистичная карта, и здесь мужчина вам говорит: у нас с тобой все еще впереди. То ли еще будет. Тут мужчина может заявлять о своей уверенности, он вам говорит сейчас: я в себе уверен. И ты будь уверена. И в себе, и в нем. Вот если по тройке кубков мужчина замыслил, допустим, делать вам предложение, то тройка жезлов говорит, что мужчина пытается вам сказать: соглашайся, я тебя не подведу. Тут вам мужчина рассказывает о том, что он может вас поддержать, он может говорить вам о том, что у вас есть перспективы роста и материального благополучия в том числе. Может говорить о том, что он будет делать все для того, чтобы ваша жизнь была как-то облагорожена, так, чтобы, допустим, в доме достаток был. Он вам говорит: я, по идее, работы не боюсь. Я добьюсь того, к чему стремлюсь. Я могу быть успешен в работе, я могу быть успешен в бизнесе, я перспективный. Тут, кстати, мужчина может пытаться вам сказать, да, если уже смотреть все карты, что мужчина добился какого-то успеха, результата. Возможно, он вам говорит сейчас: я нашел того человека, который мне помог, открыл мне, да, какую-то удачную дорогу, и в моем бизнесе или в моей работе сейчас все хорошо. Я рад тому, что сейчас со мной происходит. По идее, эти карты могут говорить о том, что мужчина похвастаться как-то хочет перед вами своими жизненными достижениями. А уж наряду с семеркой кубков он, конечно, и приукрасить что-либо готов. Расправить перед вами свой хвост, покрасоваться и, в общем-то, преподнести себя во всех таких вот: я весь такой, все у меня клеится, и у меня все в жизни хорошо. Так, ну что, давайте посмотрим, да, на его мысли о вас прямо сейчас и на его чувства сегодня. Не загадывайте, да, пожизненные сроки. Сегодня. Сегодня такое чувство, завтра совсем другое. Что он думает о вас прямо сейчас? Обиделся на что-то. И что он прямо сейчас к вам чувствует? Какое чувство испытывает? Рыцарь Пентаклей. Прекрасное чувство. Ух ты, десятка жезлов. Тяжело, да? В чем-то. Четверка кубков говорит о том, что в мыслях о вас мужчина на что-то обижен. Не успел что-то сделать, не сказал вовремя, не решил вопрос. Проворонил шансы, которые шли к нему в руки. О вас то же самое он может думать. Вы обижены, вы пресыщены. Вы не даете возможности мужчине подойти, допустим, к вам ближе, не понимаете, не слышите, вы на своей волне. Вот такие мысли у мужчины. Может быть, не позволяете ему проявить себя в положительном ключе. Не берете то, что он вам дает. Не берете то, что он вам пытается протянуть. Ждете чего-то своего, чего-то другого. Или, допустим, он вам предлагает одно, а вы говорите: мне это не нужно. Я стремлюсь к чему-то другому. То есть разница в ваших мыслях. Есть обиды упущенные, шансы пресыщения. Кто-то кого-то не понимает. Он вас или вы его не хочет слышать. Или углублен больше в свои заботы, в свою жизнь. Допустим, вы больше заняты своими душевными переживаниями, чем, допустим, тем, чем занят сейчас ваш мужчина. Точно так же, как и он. Ой, мне своих забот хватает. И давайте переходим к его чувствам. Рыцарь Пентаклей нам показан. Сильнейший интерес. Мужчина вас ценит, отмечает вашу значимость в своей жизни. Тут может быть чувство того, что мужчина к вам привык. Все, он не понимает, как это так, что, допустим, вас нет рядом. Эта женщина, вот она есть. Это моя золотая монетка, да, жизненная. Рыцарь Пентаклей монетку держит. И я эту монетку никуда не отпущу. Кстати, подарок здесь мужчина может готовить вам. Сюрприз какой-то приятный. Здесь очень хорошее, крепкое чувство ценности женщины, привязанности к ней. Есть интерес. И чувство такое стабильное. Он в своем чувстве уверен. Рыцарь Пентаклей говорит о том, что мужчина вам доверяет. Вот эта ценная, надежная женщина, и опять же, но она никуда от меня не денется. Это моя женщина, и она должна быть рядом. Или, но куда мы друг от друга денемся уже? Мы столько прошли, или столько у нас еще впереди. Между нами очень много общего.
Вот рыцарь Пентаклей может говорить как о любви, так и о страсти. Но он это все приземляет и говорит, что у меня к тебе все в меру. В меру любви, в меру страсти, в меру нежности. Вот это чувство все, когда все в меру и все так, как положено, мужчина считает правильным в своей жизни, неизбежным. Можно так сказать, земной, обычный интерес к женщине, с которой можно и любовь построить, и страсть свою удовлетворить. Ему все хватает. И чувственности, и страстности. Все в балансе. Все так, как нужно. И все в абсолютно идеальных количествах. Как будто на весах взвешивали. Может, потому он к нам и выходит, двойкой жезлов, удовлетворенный мужчина всем, что вокруг него происходит. Рыцарь Пентаклей говорит практически то же самое. Женщина, с которой все в балансе. Итак, на дне колоды у нас десятка жезлов. Трудная дорога, сложная дорога. Может показывать отсутствие взаимопонимания в паре. То, что вы не можете найти компромисс, не можете о чем-то договориться. Сложности есть в отношениях. Десятка жезлов здесь подчеркивает карту суд. Она говорит о том, что вы уже многое вместе могли пройти. По идее, она может говорить, что и трудности-то вам нипочем, потому что вы два сильных человека в состоянии и трудности жизненные преодолеть, и порадоваться жизни, как говорится, и поработать, и отдохнуть. Десятка жезлов призывает обратить внимание на партнера и проявить к нему больше теплоты и заботы. Возможно, ваш мужчина просто устал. Может быть, он в открытую не говорит, но тяжело мужчине от чего-то. Да? Может быть, физический труд, тяжелая работа, например. Но, может быть, и в душе у него есть какая-то тяжесть. Десятка жезлов может здесь быть как советом, так и предупреждением. Совет десятки жезлов стоит морально настроиться на преодоление препятствий, взять волю в кулак и вспомнить о дисциплине. Также не стоит переоценивать свои возможности и проявлять высокомерие. Также, даже если кажется, что сегодня тяжело, вы сможете дойти до конца, если захотите. Или если проявите силу характера. Десятка жезлов вас может предупреждать, что нужно давать себе отдых, возможно, и друг другу в том числе. То есть, опять же, не перетрудитесь, не переусердствуйте. Как рыцарь Пентаклей, всего должно быть в меру. В меру внимания, в меру свободы. Ну что, давайте заканчивать наш расклад. И сегодня мы для оберега оставим тройку жезлов и рыцаря Пентаклей. Замечательные две карты. Не только на отношения, но и на бизнес, да? Сейчас я вам об нашем сегодняшнем обережке расскажу. Вот так поставим. Напоминаю, что наши обереги можно скринить, время от времени к ним обращаться, привлекать в свою жизнь желаемое и успех. Тройка жезлов, взгляды в будущее. Общие планы, общие цели. И рыцарь Пентаклей стабильная, устраивающая обоих, респектабельная, спокойная жизнь. Тогда, когда на своего партнера можно положиться. Этот обережек очень хорош для бизнеса. Тройка жезлов – это успешное предпринимательство и торговля. А рыцарь Пентаклей – стабильный, надежный бизнес. Постоянный достаток и доход. Уверенность в своем завтрашнем дне. Ну что ж, на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого доброго, самого светлого. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи, всем пока. До скорых встреч.